Итак, я вернулся в Россию, и у нас получается так, что мы не подвели итоги поездки с 21 апреля по 19 мая. Сейчас мы это будем восполнять, и в конце мы разберем, какие места стоит посещать на островах Панглао в виде пляжей, островах Бахола и островах Камигуина. Сначала мы подведем итоги, и потом сделаем такую интересную инфографику, сколько потратили мы на топливо, сколько мы потратили на еду, сколько мы потратили на аренду того или иного помещения или транспортного средства и различные другие расходы. 21 апреля 3883 песо. Хлеб пшеничный 55 песо. Лимонад в пакете 0,3 литра 10 песо. 1 галлон 3,785 миллилитров уксуса. Это я, травил муравьев. Плюс связка бананов 354 песо. То есть галлон и бананы. Вода в канистру 18 литров 20 песо. Это отдельный пункт, куда ты привозишь канистру, тебя наполняют, собственно, водой. Я ее потом кипятил, потому что в сыром виде ее пить невозможно. Ее невозможно пить, потому что у меня почему-то от нее диарея. Супермаркет 3444 песо. 30 позиций. Экопакет 11 песо. Молоко 1 литр X2 202 песо. Масло канолы 1 литр 170 песо. Баклажаны 340 грамм 44 песо. Принглс 158 грамм 139 песо. Майонез 220 миллилитров 125 песо. Острый соус 100 мл 27 песо. Красный лук 278 грамм 42 песо. Ментос 29 песо. Крекеры с шоколадом 62 песо. Корнишоны, кстати, очень вкусные, на испанский брал. 340 грамм 269 песо. Дорого, но другой альтернативы вообще нет. Капуста 332 грамма 40 песо. Чипсы 18 грамм 7 песо. Да, цены вообще смешные, если брать очень маленький граммаж. Салат латук 114 грамм 30 песо. Шоколадные батончики 103 песо. Консервы говяжьи 380 грамм 249 песо. Консервы фасоль в томатном соусе 105 песо 425 грамм испанские. Консервы чили кон карне испанские 510 песо. Томатная паста 400 грамм 85 песо. Оливки 335 грамм 175 песо. Арахис с чесноком X2 238 песо 280 грамм. Говядина 1056 грамм. Это уже на развес 591 песо. Крендельки 30 грамм 10 песо. Харибо мармелад 80 грамм 57 песо. Желе 17 песо. Крендельки 28 грамм 8 песо. Чипсы 60 грамм 36 песо. Лапша быстрого приготовления X6 по 50 грамм 63 песо. 23 апреля 3013 песо. Номер в отеле на 2 ночи 2200 песо. Вода 1 литр 20 песо. Бургер 93 песо. Mystic Island Tour 650 песо. Туда входил как раз тур в мангровые заросли. Это я приехал в Анду. И экскурсия по мистическому острову. С пещерой, с шаманом. Ну, шамана не было, он там, у него выходной был, ну ладно. Вода 1 литр 20 песо. Вход на пляж 30 песо. Итак, 24 апреля 657 песо. 4 пива 0,33 Сан-Мигель 240 песо. Вода 1 литр 20 песо. Топливо 3 литра 240 песо. Рис 1 порция 22 песо, это корендерия. 2 яблока 40 песо. Лапша быстрого приготовления и 1 литр фанты 95 песо. 25 апреля 730 песо. Бекию кафе 730 песо X2 комбо. Это кафе, где я обычно закупаюсь. Многие уже знают, и 2, и 3 видео назад я об этом рассказывал уже вроде бы. Спагетти, бургер, картошка фри. Сисик, барбекю, свинина. Бургер куриный плюс картошка фри. Это вот состав из этого кафе. Картофель фри дополнительно соленый.
к этому всему. То есть была картошка фри к бургеру и еще дополнительно заказал соленую. 27 апреля 1701 песо. Кафе Стампа на холмах. 2 сока С2 0,3 литра. Рис куриный, филе в лимонном джеме. 300 песо. 95 топливо. 2,24 литра. 186 песо. Я старался заправлять мотоцикл, скутер 95-м топливом, потому что, по моим ощущениям, на 95-м топливе он ездил лучше. 1 литр воды и Powerade 0,5 литра 80 песо. Вход пещерам 50 песо. Вход на озеро 30 песо. И сок 20 песо. Кафе Кайнан 179. Это название, это не 179 песо. 1035 песо. Рис, 2 вида лапши, куриное филе, 3 бедра курицы на углях, свинина в панировке. Это мне было лень готовить, и я взял рядом с домом новое кафе, попробовал. Какие-то позиции мне очень понравились, но какие-то позиции были, увы. 28 апреля 11100 песо. Аренда дома 5600. Это у нас за половину оставшегося месяца. Потому что у меня было с 5 февраля по 5, с 5 марта по 5 апреля, с 5 апреля по 5 мая. И 14 дней мне нужно было как бы дожить. Поэтому половина суммы, 5600 получилось. Ну, половина суммы бы вышла 6000, но 5600, потому что 14 дней. Мотоцикл также 4200 аренда на 14 дней. Интернет 800 за полный месяц. Коммуналка, вода 200, электричество 300 песо. Это я еще мало платил на самом деле. Не знаю, как-то так повезло. Я у других узнал, у них там нереальные какие-то суммы на коммуналку. Меня прям очень порадовало. Я не пользовался ни... Как это называется? Там напольный такой кондиционер стоял. Ну и водой, что я только посуду мыл. В душ ходил. В туалет смывал воду. Ну электричество еще не забывайте, у меня холодильник. Ну он такой, не очень большой был. 29 апреля 1267 песо. 4 булочки 20 песо. Горсть помидоров, 1 манго и 7 яиц 115 песо. 7-Eleven 1132 песо. Что было куплено, даже я уже не помню. Честно. 30 апреля 500 песо. Аквачехол на Action Pod. Ко мне приезжала доставка. Доставка — это вообще отдельная тема на Филиппинах. Особенно без знания языка вам делать нечего. Вам позвонит курьер, вы охереете просто. 1 мая 25 287 песо. Вода 1 литр 28 песо. Тургид на водопаде 100 песо, обязательный. 2 хот-дога и Red Bull 0,25 литра 92 песо. Лимонад 1 литр 67 песо. Телефон Redmi 5 Turbo Max, это мой сейчасшний новый, 256 на 16, 25 тысяч песо. 2 мая 577 песо. Прачечная 4 килограмма 180 песо. 2 сэндвича, в скобочках 4. Ну, там такая история, что ты заказываешь 2 бургера, тебе дают 4, они как-то там булки режут. Интересно. Со всеми допами. Эти были 2 сэндвича. Значит, что туда входило? Котлета свиная, сосиска, яйцо жареное и соус. В общем, за 2 сэндвича 272 песо. Хлеб 125 песо. 3 мая 7601 песо. Леонидас кафе, это рядом с Джагной, 250 песо. Лимонад и бекон, селок. 100 песо еще лимонад. 2 лимонада брал. Что-то жажда меня замучила. Парковка на 8 суток за помощью филиппинца. 500 песо я ему дал. Значит, история следующая. Когда я собрался на Камигуин, то за транспортировку моего арендного байка запросили на кассе 4000 песо. 4000 песо это очень много. Проще арендовать байк там, запомните, чем возить туда свой. Особенно если вы на очень маленький срок туда едете. 4000 песо туда. Не забывайте, билет 1000 песо. 1011, насколько я помню. Да, вот он, следующий как раз расход. Билет на лодку Камигуин 1011 песо.
Билет на лодку туда, билет на лодку обратно. И 4000 песо туда, и 4000 песо обратно. Это уже десяточка. За десяточку вы можете... Много чего вы можете на Филиппинах. Вход в порт 40 песо. Каждый порт устанавливает свою пошлину. Где-то она есть, где-то ее нет. Это просто за вход. Пошлина за вход. Аренда на 6 дней байка 2100 песо. Вот о чем речь. Это уже на Камигуине было арендовано. Отель 3600 песо на... Сейчас я вспомню. На 6 ночей это было. 4 мая 2301 песо. Ресторан Лагун Бистро 679 песо. Что туда входило? Говядина стейк с грибами, рис, какао и говядина мелко нашинкованная. Они это называют corned beef. Corned beef. Топливо 95-е 3,5 литра. Это в новый байк я залил. 357 песо. Вода литр 30 песо. Поездка на остров Мантик 775 песо. История с островом Мантигом очень интересная. Там можно одному сесть в лодку, заплатить полную сумму, или дробить, ехать, по-моему, 6 еще людьми. Но надо их дождаться. Ну, так как времени у меня особо нету, 775 песо это, конечно, очень много. Можно было сделать во сколько там, 6 раз дешевле, да? Ну и подождать надо было. Очередь там. Народу не особо как-то хотелось, видимо, в 9 утра туда. Вода 1 литр 25 песо. Я предпочитаю маленькие бутылки в пол-литра, в 1 литр, чтобы их было удобнее с собой носить, возить и так далее. Кафе Улей 435 песо. Картошка фри с начос и фаршем. Интересная позиция. Чай, рамен, лапша. Чай, рамен, лапша. Да. 5 мая 252 песо. 2 воды по 0,5 52 песо. 1,5 литра воды 35 песо. Бургер, сиомай, говядина и 2 лимонада 165 песо. 6 мая 487 песо. Перекись водорода 80 мл. Это я докупал, потому что у меня изъяли на таможне. 6 мая додумался, да? Изъяли. 4 февраля купил, 6 мая. Перекись водорода 80 мл 21 песо. 7 булочек с яйцом 42 песо. Блин, вкусные были вообще. Но мало. Маленькие булочки, они прям... Это на наши деньги сколько там? 9 рублей. Где вы за 9 рублей булку с яйцом найдете? Корендерия 170 песо. Свинина, огурцы, помидоры, суп гороховый, 2 жареных яйца. Вода 1 литр 19 песо. Холодный чай С2, лимон 56 песо. Конфеты 42 песо. Шоколадки 120 песо. 2 шампуня поштучно 15 песо. Шампунь я с собой не брал, так же как и... Не, зубную пасту я, кстати, взял. Шампуни я не брал. Вот, я решил, что возьму поштучно. Они там как раз плюс-минус бюджетные. 7 мая 2165 песо. Солнцезащитные очки 100 песо. 4 жареных яйца, рис, фасоль стручковая. 3 куска ветчины 220 песо. Разрешение на восхождение на Хибок-Хибок. Это у нас восхождение на вулкан. Получал я его в ДНР. ДНР это их называется департамент природоохранный какой-то. ДЕНР. ДИНР, если на английском читать. Вода 1 литр 30 песо. Испанские руины 50 песо. Ресторан Улей 1035 песо. Крокеты, это такая обжаренная картошка, 8 штук. Картофель фри, шницель, мед баночка 100 грамм. В кафе Улей, да, у них там продается мед в различном граммаже, да, похож на наш, разницы не заметил. 2 пива Сан-Мигель, лимон 0,33 литра. Это я с собой взял. Я за рулем не пью, а дома можно, после всех активностей. Магазин 230 песо, тунец 150 грамм, чай С2 1 литр, печенье 10 упаковок, вода 0,5 литров. 8 мая 2579 песо, топливо 95 3,57 литра 319 песо. Гид на Хибок-Хибок 1500 песо, плюс 500 песо я ему чаевые накинул. Он был вообще несказанно рад там. Волшебная потом была история после. Смотрите вот в этом видео. Куриный суп X2 260 песо. 9 мая 4925 песо.
Вода 1 литр 40 песо. Лофт 2 ночи 4000 песо. Это мне скидку сделали. Так бы он стоил 8000 песо. Кафе Нанав 825 песо. Пицца, картошка фри, клаб сэндвич, холодный чай 1 литр. Отличное кафе. Как вспомню, я сейчас аж прослезился. У них безумно классная картошка фри. Вход в Новую Зеландию 30 песо. Вода 1 литр 30 песо. 10 мая 2226 песо. 1011 песо это как раз билет в Джагну с острова Камигуин до порта острова Бахол Джагна. Вход на водопад 75 песо. Кафе Улей 660 песо. Омлет, рис, бекон, жареный лук, помидоры. Чай с медом. Кстати, чай с медом я не заказывал, мне его просто так принесли. Я вообще безумно был рад и счастлив. Тем более с медом, ребята, с медом. Кто вас так с медом угостит чаем? Вообще охренеть просто. Бургер, курица и бекон. Это все 660 песо. Снорклинг у креста. Это Sunken Cemetery. Я снорклил, поэтому с меня взяли 250 песо. Бензин 95, 230 песо. 11 мая 1876 песо. Вход в порт 30 песо. Продление байка на 2 дня 700 песо. По 350 песо за каждый день. То есть я брал его на 6 дней. Помните, да, сумму? Прибавляем еще туда 700 песо. Леонидас кафе. Бэксилок. X2 300 песо. Это уже тоже Форт Джагна. Не первый раз это кафе посещаю. Кстати, я на них подписан и недавно объявили о повышении цен, поэтому вы таких цен сейчас там не увидите. Топливо 2,7 литра 95-го 225 песо. Магазин 621 песо. Спрайт 1,5 литра, Фанта 1,5 литра, вода 1 литр. Соевое молоко X4 300 мл. Марку не запомнил, но по вкусу вкусно, по сути вкусно. Mountain Dew 250 мл. Пиво Сан-Мигель X4 яблочко. 13 мая 1204 песо. Ресторан 944 песо. Вода 18 литров 20 песо. Это опять я свою канистру пополняю все. Манго 7 яиц мандарины 190 песо. 10 булочек 50 песо. Самые простые. Возможно, они даже были с Каламанси. Но я не подписал. 15 мая 910 песо. Ресторан 710 песо. Бифсилок, огуречный лимонный фреш. Это 15 мая по вот этой цене я уже сразу автоматически понимаю, что я попал тогда на Панглау. На Панглау цены гораздо выше, чем на Бахоле. Особенно за ресторанные услуги. Пещера 125 песо плюс парковка 25 песо. Вход на пляж 50 песо. 17 мая 1602 песо. 3,2 литра, топливо 277 песо. Вода 2 литра 70 песо. Скорее всего брал 2 баклажки по литру. Холмы Алишия 450 песо. Туда просто так не попадешь. Обязательно тургид. Все идут по определенному маршруту. И я туда попал в районе 9 утра, если я не ошибаюсь. Обычно в это время уже все спускаются вниз или уже спустились вниз. Топливо 260 песо. Ресторан на рисовой террасе 420 песо. Royal в банке, это Фанта. У них Royal. 65 песо. Вход на водопад 60 песо. 18 мая 265 песо. Чай холодный C2 персик 62 песо. Чипсы 55 песо. Другие чипсы 56 песо. Липтон содовая. Я только в первый раз видел вообще. Ну, брал я ее не в первый раз. 1,5 литра 85 песо. 19 мая 5923 песо. Такси Трайсикл 70 километров 1500 песо. Такси в отель. Машина 6 километров 300 песо. Это уже из аэропорта, собственно, в отель. Макдональдс 341 песо. 2 бургера, картофель фри, пирожок. Гостинцы. Гостинцы я закупал всякую всячину, всякую еду, всякие конфетки, бутылку вина привез одному моему другу. На все это ушло 1290 песо. Салфетки 15 песо. 220 песо такси, машина в аэропорт 3 километра от моего отеля.
Пиво в аэропорту Белый Эль X2, то есть 2 порции, 2 бокала, каждый по 600 песо, итого 1200 песо. Сам этот отель стоил 12 часов 600 песо. Я здесь забыл дописать, но дописал чуть позже. Паром. Сам паром стоил 457 песо. Недавно, кстати, я проверял, цена не изменилась. Как была, так и осталась. Хотя прошло уже чуть больше месяца. Чуть больше месяца. А теперь быстро и коротко по делу. По расходам за 99 дней. Итак, виза. Первые 29 дней посещение страны бесплатное. Поэтому, если вы на меньший срок, пожалуйста, у вас эти расходы не нужны. Связь. У вас будет тоже совершенно другая сумма, потому что за мобильную связь я заплатил один раз 800 песо и пользовался им все 3 месяца. У меня не до расхода еще было, наверное, гигабайт 20. То есть покупаете сим-карту, регистрируйтесь, покупаете тариф на 50 гигабайт без звонков, достаточно мессенджеров, и все, и пользуйтесь. Авиабилеты туда-обратно, также обратный билет или бронь обратного билета, чтобы вас пустили в страну. Здоровье. Это у меня было, по крайней мере, перекись водорода, йод и страховка на 75 дней. У меня была еще бесплатная страховка на 45 дней. Мне досталось от друга. Кто не понял, про что речь, добро пожаловать в первом видео, я все рассказываю, объясняю. Жилье. Жилье это отели и жилье на долгосрок. Конкретнее у меня было одно жилье на 2,5 месяца. Бытовые нужды. Сюда входит покупка одежды, обуви, услуги прачечной и также переходников, расчесок, мыла и тому подобное. Транспорт. В транспорт входит аренда мотобайка, также расходы на такси и на перемещение между островами, лодки. Развлечения. Развлечения это у нас тир, походы в пещеры, походы на водопады. Там есть входная плата на большинство из них. Большинство из них окультурены, ну, в зависимости, наверное, от локаций и островов. Но есть также и бесплатные, мне они больше нравились. Еда. Еда это рестораны и домашнее, так сказать, приготовление. Расходы у меня вышли вот такие. Также сюда входит стоимость и алкоголя, и водички. То есть это еда, вода и тому подобное. А теперь переходим дальше. Теперь давайте разберем, какие, собственно, места стоит посетить конкретно на Бохоле, на Панглау и на острове Камигуин. Поговорим про пляжи. Начнем и закончим тем, что будем рассказывать про Панглау, потому что на Панглау, как следует, активностей таких особо нет. То есть я могу конкретно рассказать про пляжи, про пляжи на Панглау, какие мне понравились. Чисто мое субъективное мнение. Вы можете посмотреть видео по, так сказать, названиям, которые я дам, да, и для себя оценить эти красивые, живописные места. Может быть, даже узнать для себя что-то новое. Итак, пляжи на Панглау. На первое место я буду ставить первое, что я скажу. На второе и последующие, соответственно, уже следующие за ним. Мне очень понравился пляж Долха. Долха на Панглау это северо-западная, так сказать, его часть. Западная его часть. За простор и масштаб. То есть, когда выходишь на этот пляж, ты понимаешь, что вот такая хорошая широкая береговая линия, хороший белый песок. Да, местами может быть оно, скажем, не очень убрано, да, то есть где резорты там убирают водоросли. Но в целом мне он очень понравился. И пляж Сибека. Пляж Сибека, он такой маленький, уютный. Вот как раз за уют мне он очень понравился. Много тени, небольшая такая береговая линия. Сам он по себе маленький, компактный. Там, я как заметил, тоже любят немножечко тусить филиппинцы. Но в целом я не очень люблю, когда кто-то там рядом со мной на источниках, там на
на пляжах находится. Вы, может быть, это заметили по видео, но вот этот пляж мне зашел. Пляжи Бахола. Пляж Кан-Уба, оба пляжа Кан-Уба. У него есть два пляжа. Один мраморный, один с обычным названием, да, скажем так, на Google картах. Мраморный пляж, он в принципе с большими камнями. Вода чистейшая, как все каменные пляжи, которые я обозначу. Они имеют нереально классную воду. Я не знаю, с чем это связано, но каменные пляжи, они с очень чистой береговой линией и с чистой водой. Пляж Анас или Анас каменный. И пляж Базгамай. Конкретно по пляжам на Камигуине. Мне в целом не особо они понравились, потому что чаще всего они... Я видел, что они песочные. А это значит, что вода у них будет немножечко мутная. Один пляж мне все-таки плюс-минус более-менее понравился, но я бы его прям, так сказать, не особо бы восхвалял, да? Это пляж Sunset Black. Единственный более-менее адекватный пляж. Так, давайте мы с вами перейдем на источники. Очень редкая категория, но так как источников на самом деле меньше, чем водопадов. На Камигуине это Саай. Возможно, я где-то неправильно буду что-то произносить, но знатоки меня поправят или в комментариях, или позже я сам допишу. На Бахоле это источники Анислаак. Он находился как раз рядом со мной. Мне он очень понравился за, так сказать, за атмосферу, за компактность. И там можно набрать чистой питьевой воды прямо из краника. Переходим к категорию холмы, горы, вулканы. Так, мы на острове Камигуин покоряли гору Илихан. Это такая невысокая гора с обзорными площадками и с крестами. Насколько я могу вспомнить, практически везде на горах было по 13-14 крестов. Ты знаешь, что в какой момент ты дойдешь до вершины. Ты увидел там 7-й крест, ты понимаешь, я на полпути. Гора Куламот и дорога к старому вулкану. Вулкана Стейшн, 2 станции наблюдения за вулканами находились прямо на вершине. Вот это мне на самом деле больше всего понравилось, но я его оставил на 3-е место, потому что дорога сложная, тяжелая, подъем, я бы сказал, ну на 6 из 9. На Бахоле это холмы Тей-Тей, холмы Химантагон. Что я могу про них сказать? Про них, собственно, и говорить нечего. Это холмы Тей-Тей, красивейшие, живописнейшие места, особенно если зайти в пальмовую рощу. Холмы Химантагон, они обширные, очень много большого пространства для обзора. Все можете увидеть в видео. Переходим к пещерам. На Бахоле это Лангам и Бадианг-Лахук. 1-е и 2-е место, соответственно. Лангам это где было приключение подземное, включая плату за гидов. У меня было 2 гида. А Бадианг-Лахук это такая более дикая пещера. Переходим к категорию водопады. На острове Камигуине у нас водопад Бинангаван, дальний. Это тот самый опасный водопад. Он очень... Путь туда, я бы сказал, очень интересный. Особенно если продираться по джунглям без какого-нибудь тесака и прочего. На Бахоле это Килап-Килап. Я сюда сразу записал 5 водопадов, потому что на Бахоле очень много водопадов и сложно выбрать что-то одно. Килап-Килап с шикарнейшим гротом. Каскад водопадов Хинангданан. Буаджахан, на полазить. Маг-Асо. Это там, где филиппинец прыгал с чумовой высоты, наверное, метров в 20, я не знаю, в воду. И Камугао. Это где был мужик с 2 тесаками. Помогал мне там для обзора, рубил ветки. Потрясающие водопады. Именно вот эти 5 водопадов точно
вам оставит хорошее впечатление, если вы любите полазить вдоль течения, против течения, и вам хочется именно удовольствие получить не только от самого водопада, но и от пути к ним.